Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. И сегодня я расскажу вам о микрофоне HolyLand M2. Насколько он хорош, есть ли смысл приобретать его, сравню его технически DJI, много сравню с микрофоном от Rode, потому что он у меня погиб. Больше это будет мой user experience, надеюсь, что он будет вам полезен. Все микрофоны хороши, я когда-то тестировал и устройство подешевле, смотрите на канале. Ну а это уже профессиональное устройство, потому что их можно использовать уже при серьезном контент-мейкинге, и вы видите их у блогеров, у крупных и у крупных каналов в использовании, что DJI, что Rode, что M2, везде и всегда в роликах заметно. Видите, вот микрофон. Я сейчас как раз на него и пишу. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Смотрим. Что же, самое интересное, начнем распаковку. Вот в такой упаковке приходит девайс. И сразу могу отметить такую вещь, что я такую штуку уже использовал. Сейчас все-таки решился еще себе дублирующий взять. Почему? Потому что мои Rode, как я уже вам говорил, погибли. M2 будет выглядеть, коробка довольно большая, упакована так себе, сами видите, упаковано все хорошо, но заклеено без души, то есть нет вот этого вот элемента, где без ножа можно открыть. Видим мы, что у нас есть размером с кнопку, 48 кГц 24 бита передача, универсальное подключение, есть шумодав и долгая жизнь батареи обещают нам. Что из интересного, упаковка хороша, химией не пахнет сильно, комплект поставки. Они для нас, стикеры, кому будет интересно, и документация для активации. То есть без подключения не получилось. И инструкция по тому, каким образом надевать. Все это у нас как крепить, как подключать, как использовать ресивер. Все в огне. По размерам. Штука не маленькая, бокс. Я бы даже сказал синоним большая. Сразу у нас есть защитная пленка. Фанаты, как у Samsung, да? И вот эти монетки. Монетки, которые нужно тоже активировать путем снятия защитных пленок. У меня такое ощущение, что у меня был чуть-чуть он другой. И зарядка у бокса есть. Бокс огромный, шрифт убогий. Внутри трясется, переходники, и переходники через Lightning получается к Lightning Г-образный, и через Type-C к Type-C тоже Г-образный, с кнопкой. Документации по полной программе. Мешочек еще запихали, да. Что у нас с мешочком? Должно быть кабельное хозяйство, по идее. Это для подключения к камере. С двух сторон мини-джек. Это для зарядки. Это у нас крепление на шею. Поместится или нет? Нужно ее каждый раз снимать. Какая-то она странная. Потому что коннекторы на Rode, допустим, с ветрозащитой, они вот так ставятся. Спокойненько. Выглядит как... Хотя, с другой стороны, наверное, меньше даже в итоге получается. Ну, мучить. 54 на 38. На 86. Довольно большой бокс. 138, 139. Ресивер 15. Сами микрофоны с коннектором 13. Без коннектора 8. Переходники, я думаю, по 4 грамма где-то. Нет, по 5,5 граммов. Значит, все равно куда-то вешает 20. На 24, на 40. Это приемник микрофона, собственно, 26 на 10. 1. Ну, так же, как квадрат на 27. То есть даже 3 сантиметров нет. Довольно комфортная штука. Есть Type-C-шник для зарядки бокса. Ну что, пример работы микрофонов от DJI. Вот они находятся, где рядом с водой, особо сильно шума нет. От топота копыт пыль по полю летит. И если поближе к источнику звука, то вот так, от топота копыт пыль по полю летит. Оценивайте сами, насколько хорош этот микрофон. И усиление у DJI было на нуле. Вот сейчас просто родные микрофоны у iPhone 15 Pro Max. Те же самые условия. Смарт в чехле.
Ну что, как говорится, первый минус найден. Минус в том, что вот сейчас я разговариваю, тест микрофона, раз, два, три. Во-первых, ты не знаешь, где здесь находится, собственно, микрофон, с какой стороны, потому что это круглая штука, и ты под ним не видишь. И второй момент, когда ты настраиваешь, тебе нет возможности нажать на кнопку, потому что она скрыта, опять же, под вот этой штукой. Может быть, внешне он выглядит удобнее, но в каких-то моментах из разряда нужно снять, потом надеть, потом снять, потом надеть, чтобы либо включить, либо проверить. Определенного момента, определенные проблемы с этим у вас могут быть. Особенно если это делать срочно и быстро. Если говорить про микро, от опыта копыт пыль по полю летит, от опыта копыт пыль по полю летит. Вот так оно будет работать в тех же условиях, что у DJI. Ну и, как говорится, мало примеров не бывает. Хочу отметить, что вот эта вот штука, она довольно быстро подключается. Только я включил его в смартфон, в iPhone 15 Pro Max. Буквально 3 секунды, и микрофон уже работает. Никакого долгого времени на синхронизацию не надо. У DJI, вот сейчас я снимаю на него, тоже все довольно быстро. Вот сейчас у меня ослабление и усиление, что на ресивере, что на микрофоне DJI нулевое. То же самое про M2. То есть усиление было нулевым. И вот так примерно такая будет разница, если ничего не настраивать, просто в стоковой камере на iPhone в киноэффекте снимать в 4К 30 FPS. Вот так будут работать микрофоны этих двух устройств. Довольно быстро, но единственное, на DJI он габаритнее, и да, надо его включить сначала ресивер, потом включить микрофон. В M2 тебе достаточно просто вставить ресивер, он автоматически включается, ему не нужно питание. То есть не надо помнить о том, что его надо заряжать. И ты достаешь из бокса, и все. Но опять же, бокс огромный. И значит, тебе все-таки нужно будет кнопку нажимать для того, чтобы включить устройство, после этого его использовать. И по поводу инструкций и специальных каких-то суперфункций, скажем прямо, я скачал программу, вам ее подснял, ничего там особого нет для меня. То есть я вижу интуитивно, понятно, на DJI на Rode, с обновлением прошивки и всем остальным, на M2 чуть-чуть по-другому. И не сказал бы, что лучше. Вот сейчас микрофоны никакие не подключены, помещение не предназначено для записи аудио, и вот так работают в чехле микрофоны 15 Pro Max. Играюсь DJI с магнитиком. Ну и что касается ресивера, здесь он не универсальный, получается ресивер отдельный у них есть для камер. То есть если у нас общий ресивер у, допустим, Rode, он как для мобильников, так и для камер. Если общий ресивер для DJI, то здесь отдельный. И также петличка подключается. Единственный минус: у Rode и у DJI вы видите свой сигнал, то есть громкость сигнала. А здесь вам придется ориентироваться только, в принципе, на камеру. Работает хорошо, без проблем каких-то. Разумеется, здесь все можно регулировать. 3 степени регулировки. Не так и много, потому что, опять же, ослабление и усиление сигнала на тех же родах, которые у меня погибли. И DJI работает более интуитивно, понятно, но кому-то, может быть, даже будет удобно. Повесил и забыл, а для мобильника тебе не надо его использовать. Колесико работает довольно аккуратненько. И сейчас я записываю, кстати, это аудио без всяких микрофонов. Но опять же, без микрофонов. Вот смотрите, ресивер у Rode. Вот он. Ты можешь кнопочками сразу выставлять, можешь подключать через Type-C-шник, можешь подключать через микро. Ресивер у, получается, M2 вот такой. И ресивер у DJI, он получается такой. И у DJI ты тоже можешь усиление, ослабление на экране выставлять. И вообще много всего. Плюс здесь опять же сразу коннектор Type-C-шный, либо Lightning. Ты на него вешаешь и забываешь. И заряжается все через Type-C-шник, что Rode, что DJI. Разумеется, у них есть тоже бокс, и здесь можно заряжать через Type-C-шник. Но вот так. По габаритам, разумеется, M2 выигрывает конкретно. Но по универсальности... С другой стороны, те, кто снимают на камеру, они снимают на камеру. Обычно на смартфоны такое себе для них. Ну а ресиверы на смарты выглядят вот так, еще и с Type-C-шниками на выходе. Очень даже неплохо. Очень даже неплохо, все довольно просто. 2 диода, кнопка для сопряжения и по большому счету все.
Ну и теперь по поводу программы. Первое, сейчас микрофон и DJI у меня работают. Вот два ресивера, Lark Sound, для того, чтобы ее подключить, эту штуковину. Допустим, у нас Lightning, и мы подключаем его напрямую, никаких больше манипуляций делать не надо. Вы достаете два ресивера, допустим, как только они подключатся, автоматически загорится синий цвет и не будет мигать, включаете Lark Sound, врубаете. И после этого настраиваете. Притом, видите, он указывает, что все подключено. Device connected. Уровень шума показывает. Можно усиление выставлять strong or weak. И можно выставлять громкость. После этого вы сохраняете и все. Если говорить по поводу strong и weak, это, конечно, очень неудобная штука. То есть в большинстве смартфонов и в большинстве микрофонов можно выставлять до децибела. То есть минус 1 децибел, либо усиление. Здесь все намного тривиальнее. Еще раз отмечаю такую штуку, что вот ресивера, собственно, вы ни в какой бокс не сможете уложить. Вы сможете уложить только микрофоны. Притом, кстати, работает сейчас родной его микрофон TX2. Но для чего я сейчас вам показываю, вот смотрите, если мне надо у приемника усиление или ослабление сделать на DJI, то это легко. Если сделать настройку передатчика, тоже усиление передатчика или ослабление передатчика. При том, что я все время выставляю в минус, слишком чувствительно. То здесь, во всяком случае, я не знаю, как это делать, и я надеюсь, что они допилят это дело в программе. И да, вот эти вот всякие уровни, опять же, микрофона, усиление, ослабление, друзья, ну это не децибелы. Все-таки нужно чуть-чуть более точечную настройку, кнопки с люфтом небольшим. Но повторяюсь, что решение классное в каком-то смысле, если по поводу универсальности. Но необходимо тестировать перед тем, как купить. Ну и резюмировать я бы хотел на собственный микрофон, устройство, которое мы сегодня обозревали. M2. Что я могу сказать в первую очередь про вот эти два ресивера? Это DJI и это Rode. Rode у меня погиб через 2 года, это довольно много и долго, и я считаю, что это круто, что он так долго у меня прожил, учитывая проблемы, которые я читал в интернете у народа, это просто вау. Мне повезло, и так как мне повезло, я его рекомендовать однозначно могу, хотя с точки зрения комфорта, вот он ресивер, который мне необходим для смартфона здесь, вот он здесь, и вот родовский. С другой стороны, один черт мне нужно на DJI переходник включать. Но основные минусы вот у этого M2 в том, что настройка, собственно, микрофона, который в принципе и по размерам удобнее, и по еще многим другим параметрам, она происходит пока коряво. В первую очередь нет индикатора на самом ресивере. Когда ты смотришь на Rode, на тот же или на DJI, ты видишь, когда снимаешь, как у тебя сигнал с перегрузом или нет. Здесь такого нет. Про плюсы, да, по габаритам он меньше. Подключается он быстрее. Универсальность выше. Бокс просто безумно огромный и бесполезный. И, разумеется, вы такой бокс вряд ли с собой таскать будете. Если говорить про работу, вы сами слышите, как работают микрофоны. Про удобство, да, петличка маленькая. И без ветрозащиты она менее заметна, чем любой другой микрофон. Про качество звука я вам могу сказать одно, что если правильно настраивать, все плюс-минус работает для меня лично одинаково. То есть все это топовое устройство. Если смысл приобретать М2 с боксом и таким количеством всяких штуковин, решать вам. Если брать, опять же, мешочек и все остальное, подача хороша. У меня был их микрофон год назад, я его даже использовал в других проектах, но обзор не стал про него делать, потому что у меня было меньше девайсов, чтобы сравнить. Так как у меня погиб Rode, я могу теперь сравнить с другими устройствами. Если профессионал вы, а не я, то вы сами мне расскажете, в чем еще его плюсы. Девайсу однозначно да, я для себя пока выбираю DJI, потому что мне удобнее смотреть на индикатор, но этот ресивер у меня будет работать, скорее всего, с камерой. Это я буду использовать со смартфоном, этот буду с камерой, просто настрою себе, потому что камеру я использую в студии. На выход, может быть, тоже буду брать этот ресивер, этот микрофон из-за габаритов, когда мне надо будет, чтобы он был минимально заметен, потому что у DJI все это огромное, что ресивер, что микрофон. Так что, когда вам нужны малые габариты, лучше M2. Когда вам имеет значение габариты, то, наверное, лучше все-таки какие-то другие устройства. Опять же, все еще зависит от цены. Что вы видите на распродаже, что вам готов предоставить заказчик, или что вы готовы вообще себе сами купить. Но напоминаю, что существует просто бешеное количество микрофонов из разряда боя. Они дешевые, там, по $20, и они снимают довольно хорошо. Так что, если вам это интересно,
Советую начинать с них за 15 долларов, а потом идти уже вот в эти штуки. Если у вас есть возможность это дело протестировать, и вы можете на себя это примерить, вперед, это стоит того. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал с колоколом, пишите в комментах, интересны ли вам такие странные обзоры на странные девайсы. Добра и удачи вам, дорогие друзья!